Доброго времени суток, уважаемые сталкеры! Вы на канале Nixon Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали Пал Андреевич, Барсик, RVLV, Умка и Букашек. Поздравляю, призы я отправил на кладовщика кухни Гурмана. Кому не повезло в этот раз, не расстраиваемся, ведь у меня для вас новый розыгрыш. На ящике со шлемами К6 забрала. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, тебе необходимо быть подписанным на канал и написать комментарий не менее 5 слов. А в комментарии обязательно укажи свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги розыгрыша мы узнаем в следующем видео. Добро пожаловать в проект Катаклизм, онлайн-проект по вселенной культовой игры Сталкер на платформе Java, предоставляющий вам возможность окунуться с головой в опасную и мистическую зону отчуждения, в которой за каждым углом вас будут подстерегать смертельные аномалии и мутанты, а неразгаданные тайны только и ждут своего часа. Соберите друзей и отправляйтесь в приключения вместе с ними. На данный момент проект находится в статусе открытого бета-тестирования и активно развивается. Существующие недоработки будут исправлены, а нововведения, улучшающие как визуальную, так и геймплейную составляющую, не заставят себя долго ждать. А при регистрации по ссылке из описания вас ждет внутриигровой бонус, доступный после прохождения обучения. Написал мне как-то один из подписчиков в комментариях: Никсон, мол, расскажи, что ты думаешь о проекте в целом. Интересно твое мнение, как довольно старого игрока. Мне это предложение показалось интересным, и я подумал, почему бы не порассуждать на эту тему. Расскажу свое мнение, основанное на том, что было раньше и как стало сейчас. Также хочу, чтобы и вы, мои дорогие зрители, высказали свое мнение в комментариях, но только после просмотра этого ролика. Желаю приятного аппетита всем, кто кушает. Я начинаю. Разработка игры стартовала примерно в 2012 году. Первоначально проект назывался как Stalker Online, вдохновляясь атмосферой и геймплеем оригинальной серии Stalker. Но из-за проблем с авторскими правами концепция была переработана. С 2012 по 2019 год игра была доступна только в лаунчере, а 27 ноября 2019 года игра официально вышла в Steam под названием Stay Out, при этом оставшись все так же бесплатной, так как студия ранее заявляла, что останется бесплатной даже когда игра выйдет из раннего доступа. С 2012 по 2019 год игрой как будто бы вообще не занимались. Помню, еще добавили подъезды в игру, в которых можно было налутать разного хлама, рюкзаки и даже уникальную на тот момент куртку. Картинку я, к сожалению, не нашел, алды, думаю, вспомнит, она была слегка такая зеленоватая со значком радиации на плече. Это был, наверное, 2016-2017 годы, но могу и ошибаться, поправьте меня, если что. Затем сталкеров ждало первое и крупное обновление. Разработчики проекта переработали механику игры, передвижение персонажа, физику и другие геймплейные составляющие. К сожалению, вспомнить, в каком это году было, я не могу. Но после этого обновления было снова затишье, до релиза игры в Steam. Сказать честно, я забрасывал проект в какой-то период. Это свойственно для комьюнити данной игры. Ведь многие игроки, играющие в один и тот же проект, со временем истощают интерес и покидают его. Но я-то знаю, что в Stay Out люди спустя время всегда возвращаются. Вот так и я, устав от проекта, забыл о нем на некоторое время. Затем наткнулся на него в Steam, скачал и офигел от увиденных изменений, причем в прямом смысле этого слова. Это был уже не тот Stalker Online, который запомнился мне и моим друзьям. Для меня это был как будто бы совершенно другой проект. Измененная механика, графика, переработанные квесты, локации, добавление новых серверов и многое другое встретил я при первом запуске игры. Естественно, я начал качать новый аккаунт на новом сервере, и каково было мое удивление, когда игра меня встретила начальной локацией, интересной историей и приятными ознакомительными квестами. После релиза в Steam игра преобразилась, но на этом ее преображение не остановилось. С 2020 по 2025 год игра продолжала развиваться. Постепенное добавление новых карт, переработка заданий, аномалий, активная работа над состоянием предметов и их ремонтом. Также появились события и ивенты со своими уникальными наградами, добавление новой локации, полная переработка старых локаций, появление новых фракций, переработка системы репутации и введение очков торговли, добавление динамических событий, соло-данжей, а летом 2025 года полностью переработали сюжетную линию города Любич, значительно увеличили награды за начальные квесты, а также добавили новый и уже второй соло-данж в Любиче. Полностью переработали баллистику, урон и тактико-технические характеристики у оружия, защиту у экипировки, некоторые механики и многое другое, что не могло меня как игрока не радовать. Но ведь не бывает же все всегда хорошо, правильно? Несмотря на свою атмосферность и оригинальность, игра имеет ряд недостатков, которые регулярно обсуждаются в сообществе. В
Первая проблема — это сильный гринд, прокачка персонажа, сбор ресурсов, квесты и фарм игровой валюты. С этим я отчасти не согласен. Есть, конечно, и правда во мнении игроков, но все же мы играем в ММО. Быстро развиваться тут и не задумано изначально. Зная по себе, ребят, когда ты всего уже в игре достиг, играть становится попросту неинтересно. Ты не знаешь, чем себя занять. Это, кстати, вторая проблема игры. Мало контента на хай-левеле. Квесты становятся однообразными, и большинство активности сводится к фарму или PvP. Третья проблема — это морально устаревшая графика. Несмотря на атмосферность, игра визуально отстает от современных ММО. Текстуры низкого качества, немного топорной анимации персонажа и его передвижения, освещение и погодные эффекты на примитивном уровне. Но несмотря на это все, атмосфера зоны компенсирует устаревший визуал. Этот приятный дух постсоветского пространства позволяет отвлечься и забыть про графические недостатки. И, наверное, самая серьезная и большая проблема моей любимой игры — это слабая оптимизация и баги. Часто встречаются фризы, баги с анимациями, застревания в текстурах, невидимые противники, необъяснимые вылеты при переходах. Враги могут убить тебя через стены, деревья и даже за зоной прорисовки. Что ж, это грустно, но уверен, в дальнейшем эти проблемы канут в небытие, потому что проект активно развивается. И делается это не вслепую, а наоборот, разработчики учитывают мнение простых игроков. К примеру, берут их на закрытое бета-тестирование, в процессе которого выслушивают предложения, пожелания и дорабатывают игру, опираясь на мнение обычного игрока. Stay Out — это не просто игра, это живой организм, который растет, ошибается, учится и меняется. Да, не все идеально, бывает больно, бывает обидно, особенно когда очередной баг мешает пройти квест или фриз в самый неподходящий момент. Но как и в самой зоне, здесь главное не сдаваться. Главное понимать, зачем ты сюда пришел. Мы, сталкеры, привыкли к трудностям, мы не ищем легких путей, мы сами их прокладываем сквозь радиацию, мутантов и аномалии. А значит, и у Stay Out есть шанс. Пока мы здесь, пока мы играем, пишем, обсуждаем, проект будет жить, ведь он уникальный в своем роде. Признаюсь честно, я еще не встречал ни одну игру, затянувшую меня на такой огромный срок и заставляющую возвращаться в нее снова и снова. Комьюнити, атмосфера и эстетика давно ушедшего времени мне очень нравятся, и проект поистине преобразился с момента моего знакомства с ним. Я сам уходил и возвращался к этой игре не раз, и при возвращении каждый раз находил в ней что-то новое. И пусть не все сразу, не все гладко, но видно, что разработчики работают и, главное, слышат своих игроков. А это сегодня редкость, и это дает надежду. Я искренне рекомендую команде разработчиков делать обновления чаще, решить проблему с низким тикрейтом, высоким пингом и оптимизацией игры. В целом графика меня устраивает, скорее это некая изюминка проекта, нежели его недостаток в 2025 году. А если ты не пробовал себя в роли сталкера, но очень хочется, я уверенно советую тебе попробовать поиграть в Stay Out. Если не понравится, уйдешь, а если зона затянет, останешься. Ведь ты абсолютно ничего не теряешь. Игра-то бесплатная, а вот для того, чтобы тебе было проще начинать, я рекомендую ввести промокод NIX в меню игры. Он подарит тебе бесплатный премиум на аккаунт, бронежилет и другие расходники, которые значительно облегчат тебе игру на старте. С Дзеном у меня что-то, ребят, не особо получается пока что, поэтому дополнительный уникальный промокод я спрятал в картинке в своей группе Telegram, ссылка на которую есть в описании и закрепленном комментарии под моим видео. Важно, все промокоды работают абсолютно на всех серверах нашей любимой игры. Иногда я думаю, а чем на самом деле цепляет Stay Out? Не квестами, не графикой и далеко не механиками, а тем, что я захожу в игру и как будто бы возвращаюсь домой. Пусть дом этот старый, скрипучий, с дырявой крышей, но зато родной. Здесь свои запахи, звуки и своя тишина. Я многое пережил вместе с этой игрой. Взлеты, падения, нервы и баги. Но знаешь, что остается неизменным? Наш общий интерес к этому проекту, наше желание сделать его лучше и наше сталкерское упрямство идти до конца, несмотря ни на что. Я высказал свое мнение, оно может не совпадать с твоим, и это нормально. Но если ты досмотрел до этого момента, значит ты уже часть комьюнити. Оставь свой след в комментариях, расскажи, каким ты помнишь проект в прошлом и каким ты хочешь видеть его в будущем. И пусть это видео станет не просто рассказом об игре, а диалогом между мной и тобой, между игроками и разработчиками. Я уверен, что кто-то из команды это увидит и услышит нас. На связи был Никсон. Берегите себя, свои артефакты и, главное, товарищей, чистого неба сталкера. И увидимся в зоне. Иди, не мозоль глаза.